Татарстан. Сказали, что здесь музей, заповедник. Вот это, наверное, музей. Уважаемый, это музей? Да, это музей-заповедник, Болгарский музей-заповедник. А я Салам сотрудник алейкум. Болгарского музея-заповедника, меня зовут Ринат Вагапов. Так, Здесь работаю, занимаюсь очень приятно. музейным делом, изучением истории средневекового города Болгар. Слушайте, я ищу людей, которые знакомы с татарской кулинарией. Вы его нашли? Серьезно? Серьезно. Ну так, не скромно, но честно. Ну, почему бы и нет? Расскажите мне тогда немного о вашем музее, об этом заповеднике. Какое-то открытое пространство огромное. Это огромное пространство средневекового города Болгар, который здесь был основан еще в конце 9 Вот века. здесь был Болгар. Здесь был Болгар, да. Но в книжках-то я читал про него. Вот. И 1 июля 1969 года здесь был учрежден Болгарский музей-заповедник. Эта территория стала заповедной, и здесь хранится история средневекового города Болгар, Волжской Болгарии. А это что за строение? Да, я вижу тут Это мечети, вот, церковь сразу. Город Болгар единственный город, где сохранились каменные архитектурные памятники 13-14 веков периода Золотой Орды. Да вы что? Это был один из ключевых городов. Здесь есть, ну, по крайней мере, камни, строения какие-то с того периода? Да, вот восточный мавзолей, руины, фундамент на основании соборной мечети. А в начале 18 века сюда переселяется мужской православный монастырь. К этому времени город Болгар представлял из себя руины, опустевший город. И переселяется монастырь, вместе с монастырем переселяются монастырские крестьяне. Вот в 1732-1734 годах была построена вот эта вот церковь Успения Богородицы для нужд монастыря. Ну, рядом я вижу минарет же. Совершенно верно. Минарет — это сейчас реконструкция, он рухнул в 1841 году. А вот почему она рядом оказалась с соборной мечетью в 18 веке? Дело в том, что монахи, часть зданий, которые сохранялись еще от средневекового города Болгар, они занимают и используют под собственные нужды. Слушайте, давайте займемся кулинарией. Что первое? Что первое можем приготовить? Ну, самое первое, что мы можем приготовить, это одно из древнейших блюд, которое эволюционировало на всем протяжении истории волжских болгар, которых сейчас называют поволжскими татарами. Это шурпа. Сурпа, шурпа или сулпа? Как правильно по-татарски? У каждого региона татар свое наречие. Кто-то говорит шурпа, кто-то говорит сулпа. Слушайте, ну при слове шурпа у меня настроение резко улучшается, потому что погода как раз такая для шурпы. Казан найдется? А как же? Ну, айда. Так, О, все готово. Молодец. Хороший ученик. как зовут? Альберт. Молодец, Альберт. Ну что, давайте, начинайте, удивляйте меня. Ну что, сперва Казан, хороший казан. Знаю, проверял. Кукмара. А куда вот ударение поставить? Кукмара или кукмара? Кукмаринцы говорит кукмара. А рядом, который проживает, вот, татар, чуваш, они говорят кукмара. Ясно. Во всех тюркских словах, по сути дела, ударение должно быть на последний слог. Но это ведь состоит из двух слов, да? Кукмара. Что, вода есть? Да, вода есть, обязательно. Что за шурпа без воды? Я не знаю, вот мне один парень сказал, что татары не говорят пить чай, а говорят кушать чай, да? Да. А узбеки говорят пить шурпу. Шурпа пьется. Потому что шурпа — это главное бульон. Это бульон, самое главное. А все то, что там внутри, это все, что у тебя на душе. Слушай, какой-то необычный набор продуктов для шурпы-то. Вот меня в детстве не так учили готовить. Ну-ка рассказывай. Татары говорят, шурпу можно делать из чего угодно, что бегает и прыгает. И летает. Из сусликов. Хоть из суслика. Главное, чтобы был хороший наваристый бульон и те продукты, которые у тебя есть. Сегодня Сегодня мы будем делать
шурпу из курицы. Курицу наши предки начали употреблять в шурпу, когда они приходят сюда, на территорию Среднего Поволжья, и они оседают. Что, здесь куры водились? Да, здесь куры водились, они разводили кур. Ничего. Закроем. Разводили кур, и курица для бульона в татарской кухне – это признак того, что мы самому дорогому гостю готовим. Ага. Вот что такое зарезать курицу в средние века? Это то же самое, что порезать... Так, Банковский счет убрать. банковский счет убрать или... Да, она же яйца каждый день дает. Совершенно верно. А ты раз и съел эту курицу. Мы убираем вот эти вот подкрылки у курицы. И вот эта вот часть на попочке, это Железы. там железы, они дадут горчину. А вон какой-то друг к тебе пришел в гости, смотри. Вот, Где? как его? Вот он. Вот он. Дружок, на, мы тебя покормим. Поймал мышку, зараза. Потом мы закладываем целиком, не разделываем. В шурпе самое главное мясо сварить так, чтобы оно хорошо отделялось от костей, но при этом не было разварено. Альберт, ну что ты сидишь? Вот подвинь скамейку, возьми, вот там доска есть еще одна. Можешь нож попросить, тебе дадут. Лук порежь. Что положено? Как лук режется на шурпу татарскую? Татарскую лапшу полукольцами, но и потом еще его разделяют. Ага. И еще на половинке, то есть по четвертям. Лука в шурпе татарской много не бывает. Так вот, Альберт, смотри, я тебе сейчас дам вот эту вот досточку. Вот так вот ее перевернем. Теперь смотри, бери лук. Берешь лук и вот таким образом. Раз. И вот так режешь. Потом ты это все дело вот так ополовинишь. Ренат, Всё. а кто этот парень? Откуда? Откуда Альберт? Альберт – это студент нашего техникума. Он Подожди, приходит здесь сюда. же музей, не техникум. А у нас есть техникум отраслевых технологий. И они свои навыки и знания по своим направлениям, они еще оттачивают не только, например, если гостиничный сервис, но и у нас. Потому что есть у них дополнительная такая дисциплина организации туризма, где они получают свои навыки. И Ну, я думаю, туристов у вас должно прибавиться. Слушай, на один небольшой казан 3 курицы сразу. 3 курицы сразу. И Да, битком напихал, им там плавать негде. они не должны плавать, они должны вариться. Так, где ты, мой дорогой? Держи. Так, мы вот готовим сейчас лук, потому что лук пойдет первым у нас и даст вкус не Лук, только в шурпе. но Лук и кладете, что еще, что Бог посылает? различные овощи, например, морковку, перец болгарский. Ну, а помидоры, картошка где? Можно и помидоры, ну картошка в шурпе это только вот сейчас только стали использовать с конца 18 века. 19-го. Да, даже 19-го, да. Но вот, а до этого только овощи. Шурпа – это одно из древнейших блюд. Ну, степной судя по тюркской распространению культуре. даже этого названия, если шурпа, чорпа, сорпа, сулпа, как только не называют, и готовят, ну, практически пол Евразии готовят это. И от румынов начинают чорбы. Китайцы вот вот не готовят шурпу. Распространение оно получило у степных народов. Степняки вели кочевой скотоводческий образ жизни. Когда говорят, что они там чуть ли куда глаза глядят, туда и пошли, где получше. Нет, кочевья были четко разграничены. Север, юг. Откуда летом- овощи у кочевника? А ведь они же не жили в вакууме. Пришли они на север летом, Так. делятся своими продуктами с северными оседлыми народами. Берут их продукты. То есть шурпа могла, ведь она отличалась еще по временам года.
Например, шурпу летом готовили татары из козылыка. Козылык – это сыровяленая колбаса конская. Ну, конская колбаса. А сейчас так сырым едят, слушай, это козылык. Я сколько видел, никто не варит. Ну, потому что мяса много стало. А все плохо живем, да? Да? Красивый Летом- вид, сфотографирую. Конечно. Летом же скот не резали. Хранить-то негде. Холодильников нет, тем более в юрте. А жили татары когда-то в юртах, да? Да. Теперь да, татарский дом – это такой предмет гордости. Вот татарский дом. Такой особый дом, Особый добротный. сруб, да. Но это уже когда наши предки пришли сюда. И они стали вести оседлый земледельческий образ жизни. Здесь холодно. Вот хотелось бы вернуться к рассказу о кочевом образе жизни. И что, ну что, вот хорошо, вот козылык летом, когда нету мяса Да. свежего, да, не режут Вот это. скотину. Да, летом вот они ели шурпу из козылка. И те овощи, фрукты, ягоды могли ложить, которые были на севере. И вот они, когда наступают холода, они начинают откачевывать на юг. А там живут оседлые южные народы, у которых много овощей, специй. И вот тогда же вот интернета не было. Как-то обмениваться, ритейлеров не было. Как-то надо было обмениваться товарами северу и югу. И вот этими ритейлерами, вот этим интернетом были степняки-кочевники. Товар товаром. Вот, например, специи – это такой драгоценный товар, который можно, бешеные деньги, на котором можно заработать. Но ведь помимо того, что ты принес товар, ты должен принести информацию о том, как используется этот товар. Да. Инструкция по эксплуатации. Ну, пока живешь ты рядом с теми народами, с которыми ты соседствуешь зимой, летом, ты вот у них эту инструкцию по эксплуатации и получаешь. Так, надо закрыть немножечко еще раз. А что закрываешь? Оно и так закипит. Она закипит, но нам надо немножечко кое-что оттуда убрать. То, чего нам в шурпе многого не надо. Альберт, стол низкий. Ты табуретку подставь себе и лучше сидя делай, а то спина заболит. Ну, впрочем, ты молодой, у тебя спина еще не скоро заболит. Но научная организация труда должна быть. Хотя, конечно, повара все работают стоя, но у них столы соответствующие, а у Ну нас столы такие, кочевые, которые можно взять с собой и понести куда хочешь. Вот мы находимся в месте, где находился когда-то великий город Болгар. Да. Произноси как хочешь. И вот перец болгарский режешь. Ну, какая взаимосвязь? Слово-то одно и то же. Но ведь именно болгары познакомили с этим овощем. Всю Европу, Русь. А у всю них-то откуда? Евразию. Это Колумб привез, а у них откуда? А у них от турков. Вот это и оно. А все обижаются, завоевали нас, турки завоевали. Ну, любое завоевание, особенно если это проводят, скажем так, восточные тюркские народы, оно не предполагает уничтожение другой культуры. Не предполагает. Завоевали, подчинили, налоги собираем, а остальное живите как хотите, ребят. Хотите молиться такому Богу? Молитесь. Хотите готовить свои национальные блюда? Готовьте. Но можем еще и познакомиться со своими каким-нибудь. И так шел обмен. Ведь если посмотреть по истории, те завоевания, которые были, например, у Чингисхана, завоевание Батыя, гуннов, Атилы, они приходили, подчиняли и все. И властвовали над ними. Но никак не уничтожали. Так, вот нам первый вот этого нам не пригодится. А вот сюда. Вот сюда положу. Опа. И вот хотелось узнать, ну, узбеки, вообще-то говоря, тоже не шурпа. Это такое уже русифицированное название. Да. А говорят шурва, либо шорпа через О. А по-татарски правильно, как сказать? Шупа. Шупа.
Шул, Ле вместо да. ре, ле. Да. Сулпа. Кто-то говорит сулпа. Вместо ш-с. Из чего может быть шурпа? Ну вот хорошо, куры курами. Курица сам сказал, что это зарезать для татарина курицу, это оказать почет гостю. Совершенно верно. А если, просто для себя, курицу жалко. Кого не жалко? А какое у вас мясо есть, такое используйте. Вот я только вот единственное, чего я не приемлю в шурпе, я с любого мяса, для меня шурпа вкусная из любого мяса. Но самое вкусное, я считаю, что это из гуся и утки вместе. Когда гуся и утку берешь. Но это только поздней осенью готовят. Да вы, батенька, жируете здесь и гуся, и утку в один казан. Зато какая шурпа получается, какой навар получается. Как некоторые говорят, ум отъешь. Я вот хотел спросить про гусиную шурпу. А гусей все больше пекут. Как-то принято, мне кажется, гусей испечь. А на фарш его? На фарш пускали на мелкий рубленый фарш для того, чтобы приготовить эшпочмак. Эшпочмак, опять же, самый вкусный эшпочмак – это гусь с уткой вместе. Утка давала жир, гусь мясо. И получался сочный наваристый эшпочмак. Гусь вообще для татар, как мясо, это все. Гуся и вяленого кушают, гуся вареного кушают, гуся жареного кушают, запеченного. Такое есть выражение, если татарин за год хотя бы одного гуся не съел, год пустой прошел. Ну что такое один гусь? Я слышал, люди есть по 1000 гусей держат. Так у нас даже праздник есть такой специальный. Казу мясо. Гусиная помощь. Еще раз назови. Казу эмесе. Каз? Каз. Гусь. Ага. Газ от гуся, я знаю. Эмесе. Эмесе. Эмесе – это помощь. Эмесе. Не помощь, не через че, Так а кто кому помощь. помогает? Гусям помогает? Нет, помогает хозяевам разделывать гусей. А, Причем это больше женский праздник. то есть прийти нарезать гусей, да? Набить на Мужчины зиму. режут гусей, а женщина их обрабатывает. Женщина их обрабатывает. Это же гусь, что это? Это мясо, это перина, подушки, одеяло. Это, в конце концов, инструмент для подметания канат, крыло. Канат использовался как веник. Да, канат на всех сельских языках – это крыло, да. Вот, а как веник использовали? Еще канат. Это гусиные перья, которые собирали в пучок и использовали для помазывания маслом. Вот доведется, увидите, как это делается. Классно. Вот гусь это все. То есть от гуся, что выкидывается от гуся? Ничего. Даже внутренности шли на производство каких-нибудь блюд. Да пусть лежит на доске, она ничего, потом бросать будем. Вот это А пенку надо, да? Да, это мы убираем. У многих народов пенку не убирают. А мы убираем вот эта вот первая пенка, она немножко вот тут нехорошее, то, что есть внутри осталось, то, что не домылось, она все вышло. Мы это все убираем. Пока мясо не закипело, я всегда закладываю лук. Может быть, дровишек подбросить? Да, дровишек можно было бы. Чего сидишь? Давай подбрасывай дровишки. Слишком много не надо. Вот этого достаточно. Вот пока он не закипел, мы закладываем лук. Он так даст больше вкуса нашему мясу. Ну, куры-то быстро будут готовы. Курица быстро готовится. Ну, тоже, смотря какая. Стоп. Ну-ка. Вот это вот важный момент. Лук что, давим лук? Я немножко его поддавливаю. Сок даю. Зачем? А он быстрее выходит и
вкус дает. То есть выдавил сок и потом туда. Я не сильно выдавливаю. Я его еще как бы по перьям распределяю. И в том числе и даю ему вот такой вот. Так. Многие сразу половником перемешивают. Я половник не использую, я деревянную ложку. Какая разница? Железный половник. У меня сейчас современный половник. Деревянный половник найти тяжело. А вот железный половник, он вкус дает нехороший. Да ладно, ничего не дает, ты придумал себе. Это, ну, как говорят, на вкус и цвет велосипеды разные. Тот же самый вкус у каждого человека свои. Все, батенька. То, что было, вам накормили. Так, ну вот как раз можно и посолить. Я всегда солю как минимум половину соли сразу. И пена лучше как-то отходит, а потом уже Я привык так. осторожно. Хватит. Я этот казан знаю. 20 литров казан. 20 литров казан, ведро воды И сейчас и кур туды. и куртуды. Сейчас мы будем добавлять морковочку. Дай попробую одну морковку. Вот вкус плова, многие думают, от мяса зависит, еще от чего, от морковки. От морковки. Вот в шурпе я тоже вот считаю, что очень многое зависит от морковки. Но вообще, у меня мнение о шурпе, что шурпа – это наш общетюркский луковый суп. Да, почему мы в первую очередь-то и сказали, Вот что я могу приготовить шурпу без чего угодно, но без лука не могу. без лука это уже не шурпа. Это вот, я не знаю, если лука нет, это уже не шурпа. Так, у нас пока все. Сейчас я немножечко ее. Дамочек. Как там курочки? Вот я их посмотрю, Поживают. наших дамочек, как они поживают. Еще пока рановато их. Курицу надо будет немножко, погодя, изъять отсюда. Чтобы не разварилась, да? Да, чтобы она не Вот разварилась. спасибо за это. А то некоторые варят. Но это не курица, это цыпленок. Ее нельзя варить там до 3 часа, это цыпленка. Некоторые варят 3 часа, и потом там остаются сухие волокна. Есть. Готово тогда, когда мясо или любой другой продукт находится в наилучшей кондиции. Самый вкусный, самый ароматный, самый сочный, удобный для пищеварения человека. Не, пусть еще поварится. Поварится еще. Рановато. Ну, еще минут 10, я думаю, можно будет вынимать. Вот уже бульон какой золотистый пошел, видишь? И лук, это все там быстрее выделяет свои соки, экстрагируется в бульон. Оттого будет вкуснее. Я думал, я все знаю про шурпу. Суп не должен сильно кипеть, бурлить не должен суп, иначе мутный получится, а так будет прозрачный. Ты извини, что я со своим самоваром в вашу Тулу приехал и со своим уставом в ваш монастырь. Расскажи мне, пожалуйста, вот мы вот эти видели здесь и христианская церковь, и мечеть, и вообще вот про это место. Ну, я понимаю, что здесь огромная работа проведена, археологическая, историческая. Кто это сделал? Вообще, постоянно, ежегодные археологические исследования здесь начинаются в 1938 году. А по инициативе тогда уже ученые задумали, чтобы здесь создать музей-заповедник. Просто спорили, какого он будет подчинения. А имена кто в 1938 году? Алексей Петрович Смирнов. Он начинает здесь ежегодно систематические археологические исследования. Он считается основоположником булгароведения в археологии. И вот был Федор Карелин был. Он предлагал сделать его музей-заповедник как филиал Государственного музея в Казани. Алексей Петрович Смирнов доказывал, что это должна была быть самостоятельная научно-культурная единица. И вот в 1969 году был учрежден Болгарский музей-заповедник. А есть здесь люди, которые вот с 1969 года продолжают жить, трудиться, работать? Конечно. Это наш первый директор.
Да? Джамиль Гадрахимович Мухаммедшин. Кстати, именно Смирнов его нашел, молодого студента, который только окончил университет. Он был на практике, и он ему предложил стать директором. Это был первый директор. Джамиль Мухаммедшин, говоришь? Да, это уникально. Он ученый, историк. Он написал очень много научных трудов, нумизмат, археолог. То есть он занимался очень плотно научной работой, занимался изучением города Болгар, Волжской Болгарии. Историей нашего народа занимался. И до сих пор живет и работает. Живет и работает. Семья у него здесь? У него семья, он женился еще, будучи студентом. И до сих пор живет со своей женой уже больше 50 лет. Да ты что? Это такая крепкая, такая, я бы сказал, образцово-показательная семья. Вот я хотел рассказать о татарских традициях, о татарских свадьбах. И, может быть, вот как раз он, мне кажется, Ренат, лучше всего. познакомишь меня с этими людьми? Пусть они мне расскажут, Да как... с удовольствием. Это значит, они больше 50 лет назад здесь образовали семью. Блюдо есть. Больше 50 лет, да, образовали семью, и всю свою жизнь они посвятили болгарам. Вот поговорить бы с этими людьми. Я обязательно познакомлю. Нет, ножик дай. Узкие улочки, такой Ну, маленький городок. маленький городок, да? Городком считается? Да, это городок. Пришли? Да, пришли, вот эта калитка, как я обещал. Да. Да-да, можно, пожалуйста. Джамиля, Можно, к вам. можно. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Разрешите с вами познакомиться? Очень приятно, Переступим через порог. конечно. Меня зовут Венера А отчество? Отхреевна. Очень приятно. Венера. А вас по отчеству? Джамил Габдрахимович Мухаммедшинова. Фамилия Мухаммедшин. Очень приятно. Ну, хотим посмотреть, как вы живете, и познакомиться с вами немножко поближе. Пожалуйста. Хотим показать вам цветы наши. Ох, как красиво! Красиво. У вас здесь настоящий сад цветов. Кто же за этим за всем ухаживает? Да это я ухаживаю. Ну и он поливать помогает. Осень, пора каких цветов? Мои любимые астры, я их очень люблю. Смотрите, какие они разные. Есть красные, синие, бордовые. Очень люблю георгины. Замечательные. Вот георгины, один сорт. Вот это тоже георгины. Посмотрите. Ну, скоро у них где-то, наверное, числа 10 сентября или когда заморозки, они уже все моментально пропадают. Вот. Мои любимые герани. Они домашние, правда, но на огороде они очень любят свободу. Видите, как они растут? Значит, это красная герань, а это розовые. Вот какие шикарные розы. О. Белые. Ой, мои любимые сальвии. Прелесть. Смотрите, сальвия замечательный, да? Тут тоже роза. Вроде как бросили, а она прямо старается. Растет. Ага, старается. Цвести будет. Ну, спасибо всем вот этим цветам. Они, ой, такое удовольствие было. Выйду на огород, мне ничего не надо, мне только цветы. Ни моркови, ни лука, я не смотрю на них. Только цветы. Мне порекомендовали вас как пару, которая знает о семейной жизни немного больше, чем другие люди этого населенного пункта под названием Болгар. Это так? Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Представьтесь еще раз. Джамил Габдрахимович Мухаммедшин. Я в 1969 году окончил Казанский государственный педагогический институт.
Приехал в Болгра, потому что открывался новый заповедник, Болгорский заповедник. Вот, я стал первым директором вот этого заповедника. Прям сразу. Да, Со студенческой скамьи и директор? да. И женился в том году. И практически мне ничего не оставалось делать, как завещал Владимир Ильич Ильич, работает, еще раз работает. Я с тех пор, вот 69-го года, работаю в Болгорском заповеднике. Вот первые 31 год я был директором Болгорского заповедника, и после этого занимаюсь своим любимым делом и наукой. У меня, в общем, по специальности я эпиграфист, изучаю древние намагальные камни, надписи древние и нумизмат. Это изучаю, значит, золотоордынские, болгорские и монеты, вот, восточные монеты. Это моя специальность, и поэтому я работаю, думаю, сейчас успешно, потому что написал более 350 статей по этой области и выпустил более 10 монографий по эпиграфике, по нумизматике, и сейчас тоже занимаюсь своим любимым делом. Расскажите и вы о себе, пожалуйста. Ну, а мы вместе учились 5 лет. Потом приехали сюда, в Болгары. И здесь приехали мы в августе, он чуть пораньше. Я приехала в августе, в октябре вот мы поженились. Нам будет 54 года, как мы живем вместе. А зачем же вы приехали сюда? Я приехала сюда. Я вообще-то направление получила Чистополь. А потом, так как мы дружили там, в институте, и он написал мне: здесь есть место научного сотрудника, если желаешь, приезжай. Ну, я долго не думая приехала. Это было такое завуалированное предложение руки и сердца? Да, наверное. До этого еще такого разговора серьезного вот не было. И я приехала, и, как сказать, не то плакать, не то радоваться. Организация совершенно новая. Никаких тут, например, никаких контор, никаких столов, стульев, совершенно ничего не было. Пустое место. Это тяжело было очень, конечно. Я всю жизнь с детства мечтала быть учительницей. И вдруг вижу такую обстановку. Мне было тяжело, но я все равно осталась. Ну и вот. Когда вы решили пожениться, родителям как сообщили? Ну, сначала я приехала в Арске, у меня родители из Арского района, у него родители из Сармановского района. Я приехала и сказала: вот так, так-то я выхожу замуж. Ну, мне 23 года, родители вроде ничего, против не имели, во-первых. Во-вторых, они не знали его. И вот потом приехал он. Познакомиться. Да, познакомиться, просить руки, что ли, и был никях. Без этого никак нельзя было. Был никях. Чин-чинарем родителей. Никях, а потом какую-то, скажите, пожалуйста, свадьбу тоже устраивали? Нет, там никак. У нас вообще в наших краях, тогда и 69-й год, не больно довоенное время, все равно у нас свадеб не было. У нас в деревне вот так женились, только никях. Молодым тоже так же вот. Почему? Даже никто не удивлялся, как будто так и надо. Ну и вот был никях, мы обратно уехали сюда. И вот сюда приехали, потом уж тут коллектив образовался, и они сказали: как это надо, свадьбу. А свадьбу чем? Откуда? Как? Денег нет, продуктов нет. У нас ведь там на свадьбе было сколько? 8 человек. Разрешите еще один вопрос? Да. А хотелось бы хоть на некоторое время, хоть
на несколько минут вернуться в молодость, вернуться вот в тот счастливый день, когда свадьба ваша была? Хотелось бы? Ну, кому это не хочется быть молодым? Это естественно. Но есть но. Назад дороги, конечно, нет. Но у нас кино, у нас телевидение. Мы чуточку волшебники. Мы можем повернуть время вспять, если вы согласны. Хотите попробовать? Конечно. Да, сейчас мы выедем тут по 50 граммчиков. Как раньше. Как раньше. Вот. А, запах. Вам не нужно? У вас есть? Дорогие гости, уважаемые родственники и родные, разрешите мне поздравить молодых с праздником, с Днем бракосочетания. Желаю вам крепкого здоровья. Горько! 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 Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них любовь? Зачем вы, девочки, красивых любите, одни страдания от той любви? Да, свадьба как кино. Я по-хорошему завидую, дорогие гости. А сейчас я вам расскажу, как наша свадьба была в 69 году. Прошло уже 54 года. У нас, мы только закончили Казанский пединститут и приехали сюда на работу. Новый коллектив. И нас, значит, попросили, давайте организуем свадьбу. Денег нет, ничего нет, кроме хлеба абсолютно ничего не было. Мы сходили в ЗАГС, по пути в столовой купили 2 кило пельменей. Больше у нас ничего не было. Сидим, веселимся. У нас 4 пары были, с нами 5. Да, ведь, если помнишь, 4 пары. И вот скоро тут стали кричать горько. А я даже не знал смысл этих слов. Мне 23 года, я не знаю смысл этих слов. Гости кричат и кричат, а я вся испереживалась, думаю, что-то испорченное, что ли. А потом рядом Рима сидела. Я говорю, а что случилось, что-то не так? Она говорит, шепчет, а вам надо целоваться. А у меня волосы дыбом. Как? Там пожилые люди сидят. Нет, я не буду. Они все повторяют, они кричат. Ой, так стыдно было, так стыдно было. Что-то, по-моему, мы поцеловались.
А я сегодня смотрю, это чудо, что-то чудо по сравнению. По сравнению. Даже сравнений нету. Нет. Какое счастье, гости дорогие, какое счастье. Это у всех теперь. Вот то, что я рассказала, может быть, некоторые не верят, потому что обычно свадьбы устраивают родители, а мы тут одни были, ни родственников, никого. Мы, чтобы не беспокоить родителей, мы так решили, что мы сами сделаем. Ну, хоть вот такая вот свадьба была, ну вот мы прожили 54 года. Сказать надо было, что мы традицию соблюдали. До этого я съездил в Турнеле, по-моему, да? Да. Сначала, Да. конечно, был никях. Это родители читали нам никях. Там тоже человек 4, наверное, было. Вот. Он просил руки моих родителей, еще живы были. А вот уж приехали сюда, на место работы, и вот... Ну, мы молодцы. Мы не побоялись. Хоть 2 кило пельменей. И весело посидели. Кто-то принес, по-моему, грибы соленые, кто-то капусту. А вот и все, весь вечер. В памяти, конечно, только хорошее впечатление осталось. Но каждый раз вот сравниваю. Молодежь не поверит ни за что. Скальпель, зажим, щипцы. Так. Давай мне кастрюльку. Так. Опа-па-па-па-па. Главное, чтобы не разварить. Главное, чтобы не разварить. Ну, Ренат, вижу я, что руки в отношении кулинарии у тебя, дорогой мой друг, правильно растут. А какие еще блюда можешь приготовить? Вот помимо шурпы, сулпы. Ну, например, болгарский чай. Это как? Это по-болгарски. Это надо Не понимаю. показывать. По-болгарски это вот болгары вон там или как? Или вот... Вот здесь это чай этой земли. Так. Балмай. Что это? Вкусно как-то звучит. Бол-май. Как это вкусно звучит? Что это? Бал – это мед, май – это масло. А балмай – это блюдо. А вот я обратил внимание, что татары до сих пор сохранили традицию приготовления еды в печах. В печах здесь готовят что-нибудь? Конечно, конечно. Например? Ялкашче. Это такая лепешка с кашей. Это, Ну, можно же приготовить кашу и лепешку, да? Или как? можно приготовить отдельно кашу, отдельно лепешку и покушать ее. А можно ялкашче, это когда покушаешь и кашу, и лепешку вместе. Но запечены они будут в печи. Знаешь что? Давай, соловья баснями не кормят. Веди меня, показывай. Вот сейчас шурпу приготовим. И пойдем Сходим, приготовим. познакомимся с дядей Джамилем, с его супругой. А в следующих выпусках покажи мне, пожалуйста, болмай, покажи мне, пожалуйста, этот вот татарский болгарский чай. А кто вот этот яхмыш, кто сможет приготовить? Есть люди? Есть, конечно, конечно. Дорогие Сказать, друзья, вы понимаете, что на нашем канале начинается что-то очень интересное, что-то очень увлекательное. Наши путешествия еще в самом начале, а мы уже нашли просто какие-то драгоценности в татарской кулинарии. И я хотел бы напомнить, что следует подписаться и непременно нажать колокольчик, чтобы вы не пропустили все самое интересное. Что это за болгарский чай? Как его готовят? Самовар нужен, наверное? самовар, но болгарский. А как? Вот хитрый татарин, а? Слушай, хитрый. Правду говори. Мы любим, как ты правильно сказал, соловья баснями не кормить.
А кормить его свежим, душистым, при нем приготовленным продуктом. Так, подожди, мы что готовим сегодня вообще? Мы борщ готовим, Нет, щи готовим или шурпу готовим? Шурпу. Вот, И что капуста? когда наши предки пришли сюда и стали соседствовать с соседлыми народами, которые вели активную огородническую деятельность, они позаимствовали у них капусту как продукт для шурпы. Во многих рецептах капуста становится неизменным продуктом. Неизменным просто. И придает гармоничный, интересный вкус. Но вообще я должен сказать вот что. Больше 20 лет назад я написал статью, которая называлась «Так какой же была шурпа при Абу Али ибн Сино, при Авиценне». Потому что Авиценна писал о великолепных целебных свойствах шурпы. Ведь не было в то время ни помидоров, ни картошки, не было болгарского перца. Так вот, я сейчас вижу шурпу, из которой, если из нее вычесть болгарский перец, то, в принципе, именно такой она и могла быть и 1000 лет назад, и больше. Потому что все эти продукты исконные вот с этой земли, с Евразии. Капуста, морковка, лук. Человечество возделывает эти овощи многие тысячи лет. И вот в отличие от борща, чей, мы режем на шурпу капусту крупно. довольно крупно, чтобы она могла одна поместиться на вот ложку. так, на одну ложку с небольшим количеством специй. Не мелко нашинкованная, и она сохранит свой неповторимый вкус сама капуста. Она даст вкус шурпе, ну и сохранит свое. То есть она немножко будет подхрустывать. Пора бы на соль проверить. Много продуктов добавлял. А вот я дам ложку и проверите. Надо 2 ложки. Мы можем еще половник дать. Вот, да. Вот так вот. Потому что с какой ложки пробуешь, то ложкой обратно уже в казан лезть не надо. Хорошо. Хорошо. Но чуть-чуть можно будет еще добавить соли. Сейчас еще капуста сок пустит, потому что... Она немножко соли заберет. Да. Наши предки с давних времен, ведя кочевой образ жизни, с давних времен познакомились со специями. Самый любимый это был перец. Вот такой смесь перцев я подготовил. Вот видите? Ну, сейчас мы сюда аккуратненько так. Миша Альберт. И зелень, да? Зелень обязательно. Мне кажется, вот... Ну, я могу только традиционный абсолютно для всей России набор. Зеленый лук, петрушка, укроп, что там еще? Я вот иногда еще добавляю кинзу. Зелень, именно зелень Да. кинзу. Ну, к сожалению. все-таки она как-то не относится к местным травам, а? Это больше именно то, что взято из Средней Азии. Ну да. Но она дает такой интересный пикантный вкус. Я ее много не кладу туда, потому что Овощи это... не бросай. Ты бульон зацепи и бульон лей. О, вот так вот набери, да, вот так вот. А то штаны забрызгаешь, а потом тебе с девушками знакомиться надо будет. А он скажет, что штаны у него забрызганные. Ну и наша зелень. Красота. Наша зелень. Парни дает сфотографировать. Так, наша шурпа, шурпа готова. Остается что сделать? Ну, накладывай. Попробовать, правильно? Сказать ее, что про эту шурпу, что ее наливают, как-то язык не поворачивается. Это такая шурпа, которую накладывают. Мы наливаем
Хорошо, А что в казан поместилось. А кушаем, пьем шелпок, кушаем то, что внутри шелпа. И обязательно добавим сюда, Прям в косушку хочешь добавить? прям косушку добавим. Да она так отломится. Что ты ее режешь? О, красота. Вот это, вот это посмотрите, пожалуйста, что мясо не переваренное, что мясо сочное. Вот это вот красиво выглядит. Да? Вот она наша шелпа. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас, секундочку. Аш там и болсын. А шелестам лыбылсын. Я уже выучил это по-татарски. Дорогие друзья, с такими шикарными новыми знакомыми, с очень добрыми, интересными людьми нам еще предстоит знакомиться и знакомиться. Не уходите никуда, оставайтесь с нами на нашем канале. И, ну, давай по-татарски вместе. Ашелестам лыбылсын. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот, будь смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.